Всем привет! В данном видео постараюсь как можно более подробно и кратко объяснить, как именно я торгую по объемам. Сразу хотелось бы просто начать с того, что в принципе, для того, чтобы понять, как торговать, нужно иметь представление вообще о том, что такое объемы, да? То есть отсюда строится вся логика. В рынке у нас всего получается, я надеюсь, что вы это все знаете, имеется два вида объема, то есть это истинный объем, да, и объем тиковый. То есть истинный объем, он у нас, как правило, рынок акций, да, рынок фьючерсов и так далее, то есть не на Форексе, на Форексе у нас тиковый объем. Истинный объем нам, в принципе, дает представление о том, сколько конкретно, какое количество объема реальных средств было влито в рынок на том или ином уровне в тот или иной момент времени, получается. Это как бы понятно, я на этом особо заострять внимание не буду. Просто хочу сказать, что тиковый объем, по сути, он не дает нам понимания, да, сколько именно денег было влито, в какое время. Он просто графически нам показывает, было ли, тики, да, получается, это у нас минимальная единица измерения движения цены. И чем больше, получается, этих тиков было, тем, больше либо меньше, соответственно, то самое графическое отображение объема. То есть, что это нам, в принципе, дает? Нам это дает просто понимание того, кто в какой-то определенный момент по большей степени, доминирует, да, в рынке. То есть еще хотелось бы просто сказать, например, почему, например, можно использовать тиковый объем? Просто это, к слову, о том, что многие, не многие, а некоторые люди просто думают, что это, во-первых, трюк, да, кто-то думает, что это все сказки, то есть нереально здесь на данном, например, сайте зарабатывать с помощью него на бинарных опционах. То есть просто для того, чтобы понять, например, почему нам нужно использовать тиковый объем, например, да, а не истинный объем, когда, в общем-то, доступ к нему в открытом формате. Если мы посмотрим с вами на, например, скриншот, да, это лента принтов, для тех, кто не знает. То есть это таблица такая, в которой у нас происходит отображение того, в данном случае это у нас скриншот ленты принтов на фьючерс по евро. Здесь мы можем просто наблюдать с вами, получается, в какую секунду, да, на каком уровне цены, какое количество объема и куда оно было у нас получает, направление, покупка либо продажа. Здесь, в этом скриншоте, в этой таблице, всего получается 15 секунд времени, да, и если мы посмотрим, у нас, получается, за 15 секунд уже вливается столько объема, что на самом деле, да, попробуйте сами прикинуть, если это только 15 секунд, представьте, сколько строчек этих получается за минуту. Да, и если кто-то когда-то смотрел, то имеет представление, как вообще двигается лента принтов. Там еще нужно успеть посмотреть, вообще, это просто, очень неудобно, если вообще это реально. То есть вам придется, например, за всю минуту считать то, что на таком-то уровне, по такой-то цене было столько-то объемов на покупку, столько-то объемов на продажу, исходя из этого какие-то паттерны в голове уже держать и, например, делать свой прогноз. То есть это абсолютно неудобно и, я говорю, скорее всего, даже нереально. То есть тиковый объем, он нам просто помогает, в данном случае, да, volume analysis, он помогает нам именно графически отсматривать, то есть где какое количество тиков было больше всего на графике. И отсюда мы уже можем делать свой прогноз. То есть я даже попробую, наверное, немного порисовать. То есть представим, да, что у нас, например, есть какой-то кластер, да. Представим, что это как раз-таки о том, что все у нас так любят эти плотности. Представим, что, например, у нас кластер, в нем есть такая крупная плотность. Например, да, здесь тоже у нас был какой-то объем.
Вот, но крупная плотность вот в этой зоне у нас находится. И закрытие по факту было у нас где-то вот здесь. То есть логика какая, да, у всех. Ну, то есть, ну, даже если вот тут мы закрылись, это не так важно. Логика у всех, если закрылись выше от основной плотности, значит идем вверх. Если закрылись ниже, получается, да, значит идем вниз. Ну, то есть, я думаю, вы лучше меня знаете, что это не работает, а если работает, то не всегда. И вот сейчас попробуем просто разобраться, почему. Если вот мы говорим, да, что вообще тиковый объем, вот почему я, да, с этого начал. Тиковый объем, он дает нам просто графическое выражение того, где цена задерживалась, получается, и вообще, где было большее количество тиков за какой-то промежуток времени. А что конкретно может нам помочь вот определить силу, да, то есть потенциал движения покупатели либо продавцы? Вот вообще ошибочное мнение говорит, что продавцы ушли, покупатели пришли, или там продавцы чуть-чуть там ослабли, покупатели стали сильнее. Это в принципе правильно, но то, что вот отсутствие как именно участников рынка, как вообще, ну, это можно себе представить, я вот не понимаю, как за минуту покупатели могут уйти и через минуту прийти, например. Ну, это как бы уже неправильно, просто именно выражение такое не совсем правильное, мне кажется, это дезинформирует. Вот, то есть давайте посмотрим просто, да, что нужно делать в первую очередь. Вот смотрите. Ну, для примера, да, опять же, возьмем, просто я уже сделаю, наверное, вот таким вот образом. Вот она у нас, эта плотность была красненького цвета. Ну и давайте нарисуем, что закрытие у нас было вот в этой зоне. Это у нас кластер. И посмотрим, например, у нас будет вот такое вот, точно вот так будет выглядеть, ну, получается, она у нас с небольшим откатиком, свеча, да? Вот, то есть мы видим с вами, что объем у нас примерно где-то находится вот в этой вот зоне, да? Но если мы будем сравнивать кластер, ну, примерно, да, скажем, давайте, это будет уровень 10, вот, и здесь будет у нас тоже уровень 10, вот, удачная десятка. То есть у всех логика такая, что если, да, вот пошли мы вверх, на минутки посмотрели, например, и все, закрылись вверх, значит все хорошо, покупатели у нас победили, все, можно идти вверх. Смысл в чем? Если вы торгуете, вот, например, такой формат, да, то есть от плотности, вы должны просто смотреть, вот, давайте, вот вы видите, да, например, картину в 1 минуту. Зачем вообще переходить на таймфреймы, например, ниже, да, 15 секунд, там, 5 секунд. Вообще 30 секунд можно, но 30 секунд, вот лично мое мнение, не так удобно. Вот, то есть 15-5 секунд это нормально. Это делается просто для того, чтобы вы могли оценить внутри силу того, как ходила вообще цена. То есть, смотрите, например, у вас выстраивается, вот давайте даже сейчас заново просто все это дело нарисуем. Вот у вас появился кластер, да? То есть вот он у вас начинает появляться. Он же у вас не сразу рисует, что ага, вот новая минута началась, и спустя секунду он у вас нарисовал плотность. То есть, ну, это абсолютно, да, не так происходит. У вас сначала он вот начинает такой маленький, расти, 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 и постепенно он накапливает объем. Вот в этот момент вы должны, во-первых, смотреть, как цена ходит, например, на 15-секундном графике. Вот давайте попробуем просто, да, посмотрим. Вот у нас, например, сформировалась первая 15-секундная свеча. Например, объема стало вот столько-то. Ну, скажем, вот. Мы уже что можем сказать? Так, хорошо, на восходящем движении за 15 секунд у нас сформировался объем. Представим, что, например, ну, следующая свеча, да, пошла чуть-чуть вниз. Давайте я вот так буду, соответственно, цветом. Пошла чуть-чуть вниз, и вот она у нас идет, 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 доходит до уровня, где у нас появился объем, и резко, например, оттуда откатывается вверх. Раз. И в этот момент, например, мы видим, что у нас пошло увеличение объема. Мы опять же зафиксировали, что объем у нас увеличился не вот то, что она красная, а именно тот факт, что отсюда она пошла вот сюда. Вот на вот этом восходящем движении у нас появилось больше плотности.
Потом посмотрим, представим, что, у нас, например, здесь цена вот, получается, сходила вот так, да, и, в принципе, как бы все. А потом, например, открылась она у нас с гэпом и сюда вот, да, пошла. То есть закрытие по факту вот тут. И получается такая ситуация, что, например, вот здесь тоже, например, сформировался объем, но только, например, на восходящих движениях, да, но основной объем. Вот именно вот это дает основание нам полагать, что цена дальше у нас пойдет вверх. Не то, что просто выше плотности мы закрылись, потому что смотреть нужно не только на плотность, а именно на то, как ходит цена внутри. То есть это первое, да, на что нужно обращать внимание. И в итоге мы получаем с вами вот такую вот ситуацию. Это зелененьким цветом я нарисовал у нас, грубо говоря, да, минутную свечу. Вот. То есть разница есть, да? Если вот вы, сможете, например, на минутном графике оценивать, в какой момент времени цена куда ходила, запоминать это, это, в общем-то, ни к чему, да, то вы сможете также, в общем-то, торговать. Но проще переключиться просто на 15-секундный, 5-секундный график и оценивать уже внутри этой минуты хождения и формирования вот этого уровня. Аналогичная ситуация с 5-минутками, то есть, если вы включаете, например, 5-минутные кластера, период, например, 5-10, да, и М5 выставляете, то переходить, например, целесообразно уже на минуты тогда. То есть вы уже смотрите, как минутные свечи вели себя внутри 5-минутки. И такая история, так далее, так далее. Вот. Это абсолютно, логично, да, и, по моему мнению, это правильно. Это первый момент. Но я надеюсь, все это поняли. Аналогичная ситуация у нас с нисходящими движениями. Вот. Я стараюсь как можно проще все это объяснить, чтобы особо никому голову не загружать. Вот. Теперь второй момент. Мы, естественно, должны обращать внимание на что? На высоту кластеров. То есть, если вот у нас, например, шло какое-то восходящее движение, да, вот несколько свечей шли у нас вверх. А потом мы увидели, например, это у нас минутные свечи, грубо говоря, да, вот мы увидели, что цена тут встала, а если она еще и сделала попытку пойти вверх, но в итоге откатилась вниз, и вот мы видим, тут вот кластер, да, был вот раз кластер, получается, какой-нибудь, еще выше, да, кластер, и они все заполнены объемом, цена идет вверх, а потом мы увидели, например, опять же, да, у нас всего 3 кластера, представим, что вот эти одного почти размера. И потом мы увидели, что вот в этом откате уже объем вот так. Он есть, да, но его уже меньше. То есть он также по-прежнему зеленого цвета. И мы видим, что, например, если основной объем у нас находится вот здесь, да, вот где-то вверху, и он у нас, если мы внимательно будем смотреть, он у нас, например, сформировался во время вот этого вниз хождения, да, вот он сходил вверх, и вот когда уже обратно откатывался, вот в этот момент он появился. Это первое из оснований для того, чтобы входить. Это как раз вот к вопросу о тому, как, например, заходить в тренд на разворот. То есть один из вариантов того, как это можно делать. Вот. Опять же, на 15-секундном графике, как правило, вот такие свечи, это свечи, когда вот у нас уже, например, идет, грубо говоря, тренд, да, вот 15-секундные, получается, свечи, вот они там идут по-всякому, по-разному, и уже вот здесь начинается такое закругление, и получается остановка рынка. Что, это так трудно увидеть, что рынок шел он вот так, а теперь он идет вот так. Это уже просто понятно, что цена по каким-то причинам тут останавливается. Конечно, она может чуть-чуть откатиться и пойти вверх. Это вот я сейчас тоже расскажу. Вот. То есть не обязательно она пойдет вниз. Сразу прям. То есть тоже нужно понимать. Вот. Что мы делаем, например, вот на тех же самых уровнях, да, вот все что-то придумывают, что там надо уровни смотреть, понятное дело, иметь в виду это тоже надо, но лично я, например, обращаю по большей части внимание на круглые уровни, то есть на минутном, на 15-секундном, да, графике я считаю круглым уровнем практически любой уровень, который оканчивается вот
на 0 после 4 знаков. То есть, если у нас, например, цена 1.1352, это для меня на 15-секундном тоже будет круглый уровень. Конечно, уровень, оканчивающийся на 0, то есть 50, 55, 60, 65, вот эти уровни на 0,5, они более имеют такую как бы силу, по сути. Но это чисто психологический момент больше в рынке. Вот. Ну, предположим, вот у нас здесь имеется цена, да, там, не знаю, давайте 12.70. Ну, то есть 1, да, точка 12.70. Предположим, что цена у нас, это 15-секундный график, она у нас, например, шла вот таким сильным, хорошим восходящим движением. Здесь она вот сходила, да, раз, и, например, остановилась. И опять, например, закрылась здесь вот уже, да, то есть кластер у нас там показал, что здесь объема очень много, и, например, всплеск объема находился вот в этой зоне, да. Давайте я прям нарисую, что был вот такой кластер. Ну, представим, да, что зона плотности у нас находится, ну, чуть, короче, во второй, вернее, в первой половине, да. Вот, мы уже понимаем, то есть мы сразу должны держать всегда в голове, где находится вот эта плотность, от которой, то есть мы что можем сказать? Ну, предположим, это был уровень, да, 12.68, я уже писать не буду. Мы просто сразу берем, отсматриваем, ага, вот самая большая плотность. Ну, во-первых, мы уже следили, да, за ценой, мы уже понимаем, во-первых, даже на истории, что раз свеча без отката, два свеча, например, без отката. Здесь свеча с откатом, но по-прежнему зеленая, да, плюс тут уровень круглый. И здесь свеча дальше зеленая. И мы видим, что основной объем у нас, например, находится внизу, да, свечи. Здесь тоже, может быть, есть какой-то объем, но он не так значителен, предположим, да, не такой плотный, может быть, там с разрывами какими-то и так далее. Мы уже понимаем, что вот от этого уровня, ну, где-то, да, вот от этого уровня, цена у нас пошла в сторону покупателей. То есть мы уже зафиксировали, что данный объем был вот в сторону покупателей. Вот. Все, цена пошла у нас вверх. Дальше, предположим, цена вот здесь у нас останавливается, да, например. Ну, сходила она еще, предположим, вот уровень 70, да. Представим, были попытки такие вот. Раз, свеча пошла. То есть это уже новая минута началась у нас. Свеча пошла. В этот момент в кластере появляется объем на это движение, то есть мы уже видим, что происходит какое-то формирование, да, что это не на пустых каких-то объемах, ну, то есть тики эти рисуются и все хорошо, то есть бывает такое, наверное, видели, когда цена просто выстреливает и ничего практически нет в кластере, вот. И получается, вот дальше смотрим, да, например. Мы здесь еще ничего не делаем, в общем-то. Ну, здесь уже, конечно, на свой страх и риск можно, конечно, и заходить, если этот уровень, например, подтверждается уже исторически. Но, тем не менее, представим, что это просто вот только что сформировавшийся уровень. Единственное, что нас подталкивает к заходу, это то, что здесь круглый уровень. И вот мы смотрим, вторая пошла, постояла, резко откатилась, например, да, не обязательно резко, это, ну, обычно оно так и происходит просто. Вот, резкий откат, и вот в этом откате, да, то есть, ну, вы уже поняли, я надеюсь, что вот в этом откате сформировалось еще больше плотности вот в этой зоне. Вот это уже сигнал на понижение. Опять же, мы рассчитываем запас хода на 15-секундном графике, да, у нас район, например, я сказал 12.68, 2 пункта, запас хода на 15-секундном графике, это достаточно большое расстояние, от которого, ну, за которое вот эти 4 свечки, вот эта минута еще пройдет. Здесь осталось вообще 2. То есть входим, например, до конца минуты вниз и ждем. То есть прогноз у нас какой? Прогноз у нас вот до вот этого уровня, да, заход цены. Почему до этого? Ну, потому что это ближайший уровень с большой плотностью, от которого цена очень хорошо пошла вверх. И вот у нас цена, например, опять приходит сюда. Опять же, нужно смотреть вот по плотности, это уже по опыту каждый сам будет оценивать, потому что вот это уже вопрос индивидуальный. Я не могу, к сожалению, поделиться вот этим, как часто это, например, отработает, при каком моменте это делает заход, при каком нет. Ну, просто объясню ситуацию. Ну, представим, да, что цена у вас вот здесь вот пошла вниз и пришла вот сюда. То есть все, вы уже
все почему-то рвутся сразу заходить. То есть вот тут сразу берем все на повышение. Ну, если цена... Смотрите, в чем дело. Вот если цена, например, пришла вот таким образом, то есть это были довольно уверенные движения, и, скажем, вот здесь у нас опять же имеется объем, да, на понижение. Вот. То есть мы видели, что он сформировался при нисходящем уверенном движении, да, опять же не забываем об этом. И цена остановилась у нас за уровнем, от которого, в общем-то, был откат такой сильный вверх. Вот тут в идеале можно вообще подождать. У вас же есть целых 30 секунд, грубо говоря, чтобы зайти внутрь минуты. Ну, представим, что цена открылась у нас вот здесь, сходила вот сюда вниз, и потом вернулась раз, и, например, ничего не, ну, относительно ничего не показала. То есть третий кластер пошел, и он такой по-прежнему, в общем-то, ну, там чуть-чуть. Например, в нем там есть немножко объема, который... То есть объем я везде красным выделяю, это не обращайте внимания, просто чтобы по 20 раз цвет не менять и так. Вот. Мы увидели, видим, что относительно довольно такой еще. Ну, не очень плотный, возможно, небольшой. То есть, опять же, это все индивидуально. И дальше мы вот, например, видим, что цена у нас пошла чуть-чуть вверх, немножко сходила вниз, опять пошла вверх, и в этот момент начал опять накапливаться объем. Мы уже понимаем, вот здесь уже нужно смотреть, на каком именно движении. То есть, она уже бывает очень мало колеблется, и вот именно нужно ловить момент. То есть вверх она двинулась, прибавился объем, или когда вниз она двинулась, прибавился объем. Все, и то есть вот, если, например, она зашла за уровень, то есть может быть и такая ситуация сейчас. Так, блин, исчезла, ну ладно. Может такая ситуация быть, что дальше цена вот тут пошла, на относительно пустом объеме там был кластер, да, но я уже не буду рисовать, просто, я думаю, понятно. У меня, кстати, в видео такая ситуация есть. А потом обратно на зеленом уперлась вот в этот уровень, и вот в этот момент, когда вот эта зеленая 15-секундная свеча формировалась, в этот момент в кластере показано, что набрасывают объем. Я в эти моменты довольно часто вхожу, то есть наверх. Вот, такие у нас ситуации бывают. То есть всегда нужно первое, да, вы оцениваете количество объема визуально. То есть можно, конечно, по этим цифрам ориентироваться, которые там при наведении мышкой. Но, не знаю, я лично просто отслеживаю уровень. Мне не особо важно, сколько там цифр. Мне и так, в общем-то, нормально. Вот. Вы оцениваете, во-первых, высоту кластера. То есть она сама по себе означает, больше ли объема там. Она ни в коем случае не означает, вот, что, например, если цена, ну, например, если минутная свеча длинная, и следующая свеча, например, длиннее, это ни в коем случае не означает, что кластер вот этой свечи будет обязательно длиннее, чем кластер предыдущий, то есть вот этой, да? Это не всегда так, и, в общем-то, никакой здесь, ну, закономерности, в принципе, нет. Вот. Конечно, она там присутствует, но это уже за счет прохождения цены, когда уже прям бешеные такие обычно новостные хождения. Вот, вы смотрите высоту кластеров, то есть вы оцениваете то, именно насколько больше объема, да, в данной свече. Это первое. Второе, вы всегда должны фиксировать, что где у вас эта большая плотность имеется. То есть, если вот у вас сформировалась она, вот хотите не хотите, запоминать все равно придется, в голове держать это надо. Вот. Возможно, с первого раза у кого-то там не получится, возможно, ну, кому-то будет трудно. В общем-то, в принципе, я думаю, в среднем каждый должен, ну, за неделю где-то привыкнуть к такому формату. Если, конечно, в принципе, его осилит. Вот. То есть мы запомнили, да, мы оцениваем именно наличие плотности, мы оцениваем высоту кластера, и мы оцениваем, самое главное, внутри минуты силу. То есть то, на каких именно движениях формируется объем в кластере. Вот это вот, по сути, это и есть самое сложное. Одновременно смотреть на свечи, получается, да, и одновременно смотреть на объем, то есть внимательно. Вот, но опять же, с опытом, я думаю, каждый должен научиться, ну или хотя бы большинство. Вот. И все. И запоминаем, если вот мы видим, что цена, например, у нас от какого-то круглого уровня резко отошла и сформировался объем, все, уже в голове можно держать. Ага, вот я буду следить, какая будет реакция цены в данный момент там, ну, на каком-то уровне, да.
вот, от которого она там в прошлый раз отбивалась. Какие у меня основания? Основания простые, цена уже отбивалась, то есть довольно часто такое повторяется. То есть вы должны все учитывать. Вот это хождение цены внутри свечи, это же есть тот же самый price action. Потому что price action это не только падающие там звезды, повешенные всякие младенцы и молотки с гвоздями и так далее, да, ну все это понимают, там облака с солдатами и прочее. Price action это просто хождение цены. Вы оцениваете то, как именно цена ходит на графике. Вот. А объемы как раз помогают фильтровать, на каком именно движении сформировалась вот эта сила. Вот. Ну, в общем-то, я надеюсь, что в теории я так, наверное, все-таки, извиняюсь, ораторских курсов всяких не заканчивал. С подачей, наверное, беда пока что, но постарался все-таки как-то это донести. Но опять же, да, если кому-то что-то непонятно или где-то про что-то нужно поподробнее там рассказать, все это можете в комментариях отписать. Конечно, 20 видео об одном и том же делать, это уже, ну, нездоровая ситуация. Но постараюсь как-то обобщить. Раз уж интерес у людей имеется. Вот. А сейчас просто хотел бы прокомментировать видео, да, то есть могли бы живую торговлю, но так как это я записываю по новой видео, сегодня суббота, вот, то есть смотрим, да, 1 декабря, суббота. И поэтому нет сейчас возможности зайти на Volume Analysis, чтобы посмотреть график и так далее. Поэтому я решил, что запись видео прокомментирую, тем более вы уже видели, постараюсь прокомментировать. То есть тут, конечно, исторические вещи есть тоже, которые можно рассказать, но я все-таки, наверное, воздержусь просто, ну или давайте, наверное, все-таки, может быть, немного расскажу, да. Ну вот, например, мы видим ситуацию, что цена, например, у нас имеет явную тенденцию на понижение, да, для 15-секундного графика. Мы уже с вами оцениваем, что плотность, например, в свече 13.37 в кластере объемы вертикальные довольно высокие, плотность относительно нормальная, это относительно нормальная плотность, ну, при данном, да, при новом, так сказать, отображении. Вот. Мы понимаем, что, скорее всего, цена пойдет на понижение. Опять же, теней мы особо не наблюдаем, и здесь, скорее всего, весь объем формировался как раз-таки на движении вниз, что дает нам уверенность в том, что еще заходить, например, можно. Но, как правило, все любят, наоборот, не в тренд заходить, а вот именно вот эти развороты угадывают. Ну, здесь, в общем, в этом кластере ничего на разворот не указывает. Дальше, следующий кластер, да, у нас идет уже, получается, это вот здесь где-то. Да, это вот как раз вот эти вот 4 свечи. Мы видим уже, что объем у нас, то есть у нас идет свеча вниз, раз, да, первая. Следующая свеча у нас, опять же, скорее всего, сформировала объем, потому что вот это было противодействие. То есть цена идет вниз, там, может быть, был какой-то объем. Потом она сходила у нас вверх, то есть отсюда, да, откатилась. Скорее всего, на этом движении тоже сформировался объем. Дальше цена пошла вниз, скорее всего, опять же, зафиксировав объем. И по итогу она все-таки закрылась вверх. Опять же, мы наблюдаем, что наличие у нас идет, во-первых, вертикальный объем, вертикальный, да, ну, высота кластера ниже предыдущего, что говорит о том, что постепенно, скорее всего, как минимум, уже объема на понижение тут было меньше. Помимо этого мы видим, что у нас есть наличие тени, у нас есть наличие уже бычьей свечи и наличие очень большой плотности, закрытие выше которой у нас и произошло по факту. Как вариант, заход с отката либо же сразу с открытия, да, по итогу плюс получаем. Окей, дальше. В голове мы уже держим, что в районе 37, вот здесь, да, вот она как раз-то вот отсюда и вот до сюда. Вот в этом диапазоне у нас имеется объем, который все-таки цену еще вниз толкал. Помимо этого мы видим, что у нас внутри вот этой свечи, это вот этот кластер, внутри данной свечи у нас есть, получается, как минимум одна попытка на понижение, как минимум вторая попытка на понижение, и, в общем-то, в один уровень практически цена закрывается аж на 3 свечах, да. Это рядом с уровнем, где имеется объем, который цену уже толкал вниз. То есть вертикальный объем здесь ниже, получается, размер,
Плотность, ну, имеется, конечно, но тем не менее, скорее всего, данная плотность была сформирована еще и под влиянием вот этого нисходящего движения, да, по-любому. Ну, я думаю, так оно и было. Ну, то есть оснований для входа на повышение здесь нету еще никаких абсолютно. Еще не пробили ни уровень, ничего не... Сформировалось какие варианты? Либо берем на понижение, либо просто ожидаем. То есть тут уже индивидуальный вот как раз момент, что каждый ожидает свое. Что вы хотите? Подтверждение того, что можно зайти вверх, или наоборот, подтверждение того, что можно зайти вниз. Это уже каждый сам будет ожидать в каждой ситуации. Далее, что мы видим? У нас, получается, происходит раз, два, три, четыре, да, то есть вот они. И мы видим, что цена у нас делает попытку захода вниз, дальше следует заход вниз, откат. То есть это опять же формирует где-то вот в этом кластере объем, так или иначе все равно. Здесь опять же попытка идти вниз, здесь уже идет откат вверх, да, причем сверху отката уже никакого нету, и это тоже дает свой объем. И по итогу цена закрывается у нас на повышение все-таки. Ну, последняя такая неуверенная, тем не менее. Вертикальный объем у нас ниже. Опять же, да, высота, что говорит о том, что в принципе объема здесь сосредоточено меньше, даже при попытке на понижение. Общая плотность сосредоточена в зоне, где мы наблюдали откат, и это дает нам основание думать, что рынок сейчас уже будет делать какую-то попытку пройти дальше. Вверх. Опять же, следующий кластер уже, да, это уже прям по кластерам. Кто-то скажет, что это постфактумно. Ну, это хотя бы так уже можно рассуждать. Опять же, объем довольно небольшой. Наличие плотности имеется в нижнем только вот как раз-таки, да, это скорее всего вот это вот откатная. То есть она дошла вниз, и вот этот откат сформировался при помощи вот скорее всего вот этого объема. Но тем не менее. Объем здесь не особо уверенный, да, сама плотность такая себе, в общем-то. Если рассматривать вход, то я говорю, рассматривать вход только от этого вот уровня примерно. Ну, почему? Потому что от него у нас как минимум идет откат, от него у нас вот здесь хождение цены, получается, идет. То есть она вот так вот на одном уровне туда-сюда колбасится. Вот. И здесь получается, опять же, мы видим, что движение хоть и вверх, но оно, видите, насколько оно неуверенное. То есть оно так маленькими такими шажками, еще и с откатиками. И здесь у нас как раз уровень. И оснований вот здесь входить после вот этого кластера вверх никаких абсолютно. Опять же, вверх только от уровня, да? То есть, но опять же надо смотреть, как оно. Получается, у вас вот первая свеча прошла, вторая свеча прошла. Здесь вы вот уже на свой страх и риск, потому что здесь вполне мог быть импульс какой-нибудь вниз. Тоже такое бывает. Но, тем не менее, мы видим, что произошла вот у нас попытка пойти вниз, после чего произошел откат, да, это вот это сформировалось движение, скорее всего, вот этот объем. И по итогу цена у нас закрывается вверх и, в общем-то, находится в плотности, да. И, опять же, она у нас красного цвета, что говорит о том, что у нас свеча была хоть и медвежья, но объемы в ней примерно столько же, а общая тенденция уже идет на разворот. Как вариант, можно сделать попытку на, получается, повышение. Но, опять же, все так, в общем-то, индивидуально, я просто объясняю. Почему сделал здесь попытку входа на понижение? Ну, во-первых, уровень 59 рядом, да, мне опять же я видел, что, ну, цена по-прежнему отсюда еще ходила хорошо вниз. Попытки довольно неуверенные вот тут. Объем вертикальный маленький, внутри горизонтальный объем довольно такой разрывистый. И мне показалось просто, что, в общем-то, здесь имеет смысл брать на понижение. Вот. Я видео, наверное, ускорю, потому что если, ну, зачем, все могут и так посмотреть, я просто здесь побыстрее объясню. Вот, я как раз показываю, что здесь объем разрывистый, и сам по себе вертикально объем у нас ниже, то есть предыдущих, да? Вот. Здесь я опять же отсматриваю, ага, то есть у меня сформировалась плотная, то есть сейчас попробуем это опять же зафиксировать. Будет ли это показано? Ну, то есть вот, да, объем у нас формируется в этой свече.
потихоньку. И вот по итогу цена у нас выходит вот из этой зоны, да, то есть мы видим, что здесь уровень отработал, который на истории уже нам показал, что было здесь довольно резкое движение вниз. Вот. И мы видим, что здесь движение так оно приостановилось, объема стало довольно мало, а тут уже как бы объем сформировался, и цена так довольно уверенно пошла все-таки на понижение. Опять же, плотность есть. Просто ждем попытку. Я вот отсматриваю, да, район 13.57.9, то есть в районе я ожидал, что придет цена в район 13.58, чтобы от круглого уровня зайти. Но по итогу вот ждал, видел, что начинается потихонечку набрасываться там объем на нисходящем движении и взял на понижение. Вот показываю, здесь объема меньше, тут уже объема больше и его плотность выше. То есть, и опять же, движение довольно слабое, а уже на понижение движение довольно сильное. Вот. И просто показываю, что здесь у нас цена идет на понижение. Дальше. Здесь вижу объем на понижение вертикально меньше. Разрывистый горизонтальный объем. Имеет смысл просто подождать. Фиксирую, что цена у нас идет на откат. Формируется объем вверху. По итогу вот сейчас можно было бы пробовать уже, но тем не менее вот решил подождать. Вот он у нас ретест. И на откатах как раз вот на восходящем движении у нас формируется опять же плотность объема и выше основной плотности закрытия. Заход от этой плотности просто. Ну там рядом уровень 13.55 ровно. От него на повышение вот я это показываю. Плюс вертикальный объем чуть выше предыдущего. И это как раз один из важных уровней. То есть вот я и показываю, да, что здесь, ну потому что цена отсюда постепенно шла вверх, откаты были и сейчас здесь опять сформировалась. Движение. Ну, то есть все, я надеюсь, да, поняли. То есть вот мы увидели, мы уже сразу зафиксировали, что объем у нас тут разрывистый. Дальше у нас пошел раз откат, два откат, здесь пошел откат, и здесь уже движение вверх. То есть мы понимаем, что тут кто-то что-то вообще хочет еще, ну, наверх, да, сходить. Опять же, и вот у нас было формирование объема, основная плотность находилась вот в этой зоне, закрытие выше этой плотности. Но основание для этого уже есть. Мы уже понимаем, что сила тут действительно именно вот у покупателей была. То есть здесь нету понятия, что продавцы ушли. Тут есть понятие просто, что покупатели были чуть сильнее. Ну и в дальнейшем вот у нас сделка как раз прошла. Дальше я сразу смотрю, да, то есть здесь я отходил, получается. И дальше я смотрю, что цена на довольно таких разрывистых объемах вышла резким движением вверх, подошла сразу к точке, грубо говоря, откуда уже был резкий откат. И для меня это, в общем-то, сигнал, то есть и вот здесь, да, на что я обращаю внимание, то есть цена у нас сделала попытку либо вот на вот этом откате, либо просто на движении вверх объем появился, но тем не менее цена встала на одном месте, то есть практически, да. И вот в последнюю секунду я решаю, что все-таки здесь еще будет откат по вот этим объемам скакать туда-сюда. И вот оно так и происходит. То есть на движении вниз пошел опять же объем в кластере 13.51. И я показываю, что объем разрывистый, и уже точка от этой точки было уверенное движение вниз. Вот. Здесь тоже дальше можно было бы, конечно, просто посмотреть. Вот опять же, вся сложность тоже, да, в ожидании и понимании того, когда заходить, а когда подождать. Вот, к сожалению, я могу только поделиться, какие вот именно знания, да, я использую для того, чтобы входить. А вот уже когда подождать, когда не подождать, это уже ваш личный опыт. Вот в чем дело. То есть по-другому здесь, в общем-то, никак. Нельзя сказать, что вот есть один какой-то паттерн, и типа то, что вот благодаря этому паттерну все, можно сразу вот брать и все. Ну, это как бы можно отнести к паттерну, но это не паттерн, это уже такое общепринятое просто какое-то правило, понятие. Ну, здесь понятно, да, объем довольно разрывистый, но движение довольно уверенное. Плюс движение пошло от уровня, который уже у нас там был, да, от которого вот я здесь заходил, и обновился как бы минимум относительно вот недавнего времени. Плотность, вернее, высота кластера выше всех практически предыдущих
за последние 10 минут, грубо говоря. Плотность объема довольно высокая, закрытие под основным уровнем, в данном случае 13.54, имеет смысл после захода вот в эту зону брать на понижение. Но так как цена сходила и начала показывать объем уже вот здесь, я решил, что в принципе взять можно и отсюда, так как я в принципе ожидал, что здесь по-любому будет импульс, но цена пошла сразу вниз. Тоже немножко, если коснуться именно психологии, да, не старайтесь торговать каждую минуту, вот, особенно на начальном этапе. Старайтесь просто, во-первых, ну, вы, если делаете вход, да, ну вот даже сейчас вот, например, кто уже посмотрит данное видео и будет отрабатывать, если вы сделали вход, основываясь на каких-то там своих пониманиях, да, того, как вы увидели цену, вы не спешите, то есть ходить дальше, вы просто берите и именно отсматривайте, почему вы, ну, как-то фиксируете, почему вы это сделали, да, какой был итог. И вот несколько раз одну и ту же ситуацию вы прокрутите, вы поймете, что было не так. Здесь вот, опять же, я что хотел еще сказать, да, мы видим, что у нас формирование плотности было, но тем не менее, почему здесь вот сразу я не брал, например, на повышение? Потому что цена ходила в одном таком диапазоне, и по сути как бы здесь еще непонятно, кто кого вообще, грубо говоря, кто над кем доминирует. Вот. Дальше цена пошла еще ниже, да, то есть вот здесь у нас был выход, получается, вот цена пошла ниже, но цена находится рядом, то есть тут объем имеется, да, это вот он, 52 там район примерно, вот этот уровень. И здесь объем 51, где как раз произошел откат. Такая ситуация больше подходит для вот торговли на, например, на кластерном анализе, да, на фьючерсах, когда мы смотрим по евро. Ну, сейчас я даже, наверное, отвлекусь и попробую это нарисовать. Вот если у нас, ну, давайте представим, да, вот у нас есть кластер. Ну, вообще, в целом, кто знает, что такое футпринт, тот, в общем-то, должен понимать. Это выглядит таким образом, что, например, вот у нас... Это такая, короче, представим, что это у нас 30-минутная свеча. Вот. Ну, в общем, все поняли, да, то, что это здесь вот таким образом идет разделение. И у нас, например... Вот здесь у нас находится, получается, биды по биду, а здесь у нас цена по аску. И мы просто тупо, здесь нам идет такое как бы количество сделок по рыночному исполнению, например, по биду, да, то есть по аску получается. И мы просто можем оценивать, там получается такая ситуация, что в некоторых, например, платформах типа Атаса, там идет графическое такое, как бы, ну, тоже закрашивание, наполнение той зоны, где вот как раз-таки наличие вот этих бидов асков было больше. То есть мы как бы можем понять, что вот, например, вот в этой зоне было больше объема сосредоточено. Это первая 30-секундная, и тем не менее закрытие произошло, например, вот на этом уровне. То есть давайте представим, что район вот, например, 13.50 и 13.45. Была большая, грубо говоря, плотность. Самая крупная плотность была вот в этой зоне. Следующая 30-минутная свеча, например, у нас также сформировалась, да, но я не буду тут уже рисовать. И представим, что она уже сходила туда вот дальше, например, да, скажем, и закрытие у нее, ну вот было, да, вот в этом диапазоне. То есть мы опять же рисуем уровень. А основной объем, например, находился вот в этой зоне. То есть, ну, примерно где-то это был диапазон там 40, да. И мы сразу, есть такая даже как бы стратегия. Мы вот если понимаем, что вот здесь было нисходящее движение, тем более закрытие ниже основной плотности. А тут, наоборот, было нисходящее движение, закрытие как бы около основной плотности, либо это может вот тут закрытие быть, где угодно. Но помимо этого есть еще и откат вниз, ой, вернее вверх. И объем сосредоточен рядом очень, то есть в очень узком диапазоне. Как правило, это может означать, что цена на следующие, например, 30 минут продолжит свое движение, например, уже вверх. Вот.
Но это как бы такой момент, и вот именно почему это меньше будет работать на тех же минутах, потому что чем меньше таймфрейм, тем меньше в нем сосредоточено объема, ну это логично, да? А чем меньше у нас объема, тем проще манипуляции с ценой делать. То есть ничего так особо не мешает. Понятное дело, что в 30-минутной свече объема сосредоточено больше, чем в минутной свече. Поэтому там как бы более общая тенденция собрана. Там больше участников как бы друг с другом согласны. И действительно там уже можно говорить о какой-то силе. Ну, прям в том понимании, в котором это есть. Вот. Здесь просто это было, ну, лично вот это была просто такая ситуация, что здесь так объем собрался уже, и я просто, ну, увидел, что да, здесь имеется плюс вот это все движение было на объеме, и вот этот откатик был тоже, получается, у нас объем сформировался, и зона такая просто близко, очень рядом, и мы не вышли все-таки из основной зоны, то есть откат у нас был. И я решил, что еще и уровень 13.50 рядом, то есть очень рядом с круглым уровнем, с таким более важным, да, как я говорил, 50-55. Вот. И отсюда взял. Это, конечно, сделка, наверное, больше рискованная, хотя вот этого импульса я, ну, никак не ожидал. Вот. И еще один момент, сразу, пока я тут рассказываю. Почему-то все зацепились вот именно за евро-доллар. То есть в чем сложность, в принципе, да, евро-доллара? Вот всем кажется, что к нему все привыкли, и его проще торговать. На самом деле евро-доллар, он, в общем-то, является, ну, на мой взгляд, да, одним из более сложных таких инструментов. Почему? Потому что практически, ну, как бы большая часть рынка, я вот вам честно не скажу, я не помню, сколько процентов было хотя бы там в 2015-2016 году сосредоточено, но большая часть, подавляющее число участников рынка сидит именно на евро-долларе. Ну, это, по крайней мере, на рынке Форекс такая ситуация. Вот. И, соответственно, чем больше ситуация, ну, чем больше участников рынка на одном активе, тем более волатильный инструмент получается. А так как мы торгуем на минутных свечах, ну, в частности, я, например, да, то опыт здесь как бы нужен уже более или менее, ну, хотя бы какой-то, чтобы фильтровать, потому что может просто быть много ошибочных входов чисто из-за того, что где-то не усмотрели, ну, либо же, например, это... То есть в чем суть? Я, в общем, просто рекомендую, да, если вы, например, только, ну, еще вот мое видео, вот это вообще непонятно, например, я бы и сам, наверное, если бы только год, там, 2 сидел, может быть, еще бы и не понял вообще, о чем тут рассказывают, еще и с моим умением информацию преподносить. Вот. То есть вы либо торгуете во времена, когда волатильность наименьшая, то есть, ну, как правило, да, для евро это ближе к вечеру по Москве, да, уже даже на конец американской сессии, либо перед Европой, это может быть там 7-8 утра по Москве. Либо торгуйте, например, более такие спокойные активы. Ну, например, новозеландский доллар, да, доллар. Один тоже из моих любимых. Я, в общем-то, знаю то, что он ходит довольно спокойно, адекватно. Нету таких, когда вот, например, на евро заходишь, да, 15-секундный в середине дня, там может быть вообще танец просто из теней вот этих. И непонятно вообще куда, что, где рынок пойдет. Вот. На НЗД я почему-то такое наблюдал намного меньше. Но это, опять же, просто совет. Можете пробовать на чем угодно. Потому что, в общем-то, оно все одинаково абсолютно. Логика объемов, она одинаковая для всех инструментов. Просто где-то отображение другое, где-то сам актив ходит по-другому и так далее. Ну, в общем-то, все. Это все, что я хотел сказать. И надеюсь, то, что хотя бы какой-то процент людей поймет, что я хотел донести, потому что я хотел сделать это побыстрее, покороче, не столько для себя, сколько для всех, потому что смотреть тоже довольно тяжело. Вот. Ну и, собственно, если, опять же, да, повторюсь, какие-то вопросы, что-то непонятно, в комментарии отписывайтесь. Опять же, по мере активности, по количеству просмотров буду смотреть, да, и уже оценивать,
делать ли дальше какие-то видео, даже если у кого-то будет просьба еще что-то пояснить. Но, понятное дело, я буду дальше еще снимать свою торговлю. Вот, и, скорее всего, еще есть у меня пара там задумок, что можно сделать, как еще показать, где-то что-то кого-то промотивировать. Если нужно подробно прям, с таким уже, как бы, грубо говоря, подходом типа лекции какой-то, то, опять же, да, вы даете тематику, задаете конкретный вопрос. Если вопросов набирается много, делаю по этой ситуации отдельное видео, тоже довольно большой длины, там, вплоть даже до психологии и торговли, там, если это надо. Все, как бы больше, в общем-то, сказать нечего. Смотрите, учитесь, пользуйтесь. Ну и, в общем-то, всем удачи.